Водолеи, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами посмотрим ваш второй прогноз на ноябрь 2024 года. Посмотрим, что вам подготовил и приготовил этот месяц, какие события наиболее вероятно произойдут, ну и в целом, что вам стоит запланировать. Вы настраиваетесь на совместное чтение арканов, так как по визуальному ряду карт вам идет своя дополнительная индивидуальная информация. И приступим. Прочтем, что же вас ждет. Так, Водолеи. Основные энергии ноября. Работа, финансы, здоровье, личная жизнь, а также рекомендации от карт. Арканы перед вами, поэтому приступаем. Основные энергии месяца на повестке дня аркан Мир. Новые возможности, масштабирование, расширение. Ситуация, когда вы закрываете предыдущий этап жизни и входите в новый. У вас в какой-то степени, если посмотреть, это этап активно будет, знаете, как идти еще таким отголоском от коридора затмений. В частности, от лунного и от солнечного. Потому что до сих пор вы будете ощущать те перемены, которые были заложены ранее. Итак, по миру. Может быть реализация вас через интернет. Сайты, социальные площадки или ваш бизнес, работа через интернет по найму. Для некоторых это вопросы эмиграции, переезда, смены места жительства. Кто-то будет глобально изучать языки, культуру других народов, стран, то есть пытаться интегрироваться в новый социальный круг. Но помимо всего прочего, мир – это масштабировать что-либо или расширять. Ваше хобби, круг общения, связи, для себя познавать нечто новое, то есть быть максимально активными. В какой нише, в какой сфере это прозвучит? Тройка мечей. Закрывать все то, что отравляло вам жизнь, ваше существование, тянуло вас на дно. Может быть, круг общения, который в чем-то вас высмеивал или подрывал вашу веру в себя, или наоборот даже вставлял палки в колеса для вашей реализации, то отказываться от взаимодействия с таковыми людьми. Оцениваем перспективы по работе. Король мечей. Влияние мужчины воздушной стихии, весы, близнецы или водолей на вашу работу, на карьерный рост. Но помимо всего прочего, это ситуация, когда вы можете быть подвержены проверке, аналитике, дополнительному экзаменированию, верификации, аккредитации, потому что здесь идет попытка оценить ваш уровень знаний, ваш профессионализм, ваше мастерство. Каким образом повлияет в положительную или отрицательную сторону этот персонаж, мы сейчас проясним. Ну а в целом, если вы заметили, для мужчин это ваша карта-сигнификатор, ваша стихия. Иными словами, арканы вам говорят, что ситуация на работе в рамках этого месяца зависит от вас самих. Могут идти кардинальные перемены, как от перспектив повышения по карьерной лестнице, так и увольнения и перехода на новую работу. Поэтому давайте будем смотреть, раскрывать и анализировать. Для тех, кто сейчас у нас не работает и работать не может. Король мечей и аркан справедливость. Здесь максимум рассчитывать на социальные выплаты, доплаты и дотации от государства. Может быть возврат каких-либо средств от налоговой. Потому что дно колоды суд. Здесь даже может быть судиться за те деньги, которые вам положены, но вы их не получили, вам не выплатили, с целью получения компенсации. Но нового источника дохода, который вы зарабатываете сами или открыли для себя сами, карты пока не показывают. Если вы являетесь соискателем, король мечей и четверка мечей. Здесь в положительном ключе может быть, или же, простите, все мы люди разные, может быть действительно работа и трудоустройство в ритуальное бюро, потому что иногда у нас четверка мечей может указывать на работу с усопшими. Или же в положительном контексте и ключе это может быть какая-то релакс-студия, студия отдыха. Но основной посыл короля мечей и четверки мечей – это пассивный источник дохода. Ну, к примеру, если вам осталось наследство, вы имеете какую-либо там недвижимость, которую сдаете в аренду, может быть авто, то есть получаете пассивный источник дохода. Но о трудоустройстве пока в иные сферы речь, к сожалению, не идет, потому что для большинства иных ниш четверка мечей – это застой, это аркан ожидания. Если вы являетесь наемным сотрудником, то король мечей, десятка чаш, как я говорила, это вопросы процветания, роста, новых возможностей. По тройке мечей выйти из трясины.
То есть это, знаете, такая позиция, когда вы засиделись на одном месте и уже, знаете, как роптали на судьбу, почему же вам так не везет. Но конкретно ноябрь месяц может для вас изменить многое. И если вы владеете собственным делом, король мечей и аркан колесница – это расширение, это масштабирование, это решение вопросов и проблем логистики. Если вы поставляете какой-то товар, опять же, решение вопросов с грузоперевозчиками, с вопросами таможни и так далее и тому подобное. Вопросами налогообложения, потому что король мечей и колесница – это решать все бюрократические, юридические нормы. Но основной посыл – это выходить на новые рынки. Может быть, как в рамках вашего региона, вашей страны, так и в целом на международном таком сообщении. То есть поставляете ваши товары в другие страны. Если же вы работаете через интернет, то предоставлять ваши услуги. Может, вы обучаете языкам или продаете какие-то товары, знаете, как по принципу дропшиппинга и так далее. То есть здесь активно будете расширяться. Финансовая сторона вопроса. Аркан-отшельник. Сам по себе аркан не является финансовой картой, но он говорит об осмотрительности. То есть деньги, которые будут приходить, вы будете очень скрупулезно пересчитывать, откладывать, во многом себе отказывать, не по причине, что у вас этих денег нет. Но карта Луна и здесь королева монет. Это как в сжатые сроки нужно собрать необходимую сумму на весомые для вас траты, покупку и так далее. То есть здесь позаботиться об этом, чтобы эти ресурсы у вас были. Ну, к примеру, если вы планируете себе в декабре какое-то путешествие, поездку, шикарный отдых, то в ноябре, конечно же, вы можете в чем-то утянуться, ужаться, но, так сказать, в декабре погулять, погудеть на широкую ногу. Смотрим с вами вопросы здоровья. Девятка мечей. Это больше вопросы бессонницы, переживания, страхов, эмоционального выгорания. В некоторых случаях повышенной тревожности или панических атак. Еще эта карта может говорить о судорогах. Ну, то есть периодических, не на постоянной основе, но это так с вашим телом, самовыражается психосоматика. Через ваше тело оно посылает вам сигналы, что пора бы уже как-то привести себя в чувство. Тем более королева жезлов, это вот с девяткой мечей, это спазмы мышц. Поэтому обратите на это особое внимание. Личная жизнь. Здесь туз мечей. Это позиция, когда необходимо расставить точки над «и», решить для себя какой-то значимый, наболевший вопрос. Что именно вы для себя здесь будете решать? Давайте смотреть в первую очередь ситуацию для тех, кто свободен. И здесь по тройке монет. Может быть, как акцент на работу, на карьеру, но основной посыл это может быть ситуация служебного романа. Поэтому будете для себя решать, насколько для вас это актуально и стоит ли вам в омут с головой идти в эти отношения. Если же вы в любовных треугольниках, то туз мечей и рыцарь монет – это ситуация, которая затянулась, и нужно здесь для себя обозначить, решить, к чему вы идете, и нужно ли это вам. То есть в каком ключе будут развиваться ваши отношения, в каком формате, несут ли они вам стабильность, счастье и зону комфорта. То есть здесь, как вывести партнера или партнершу на откровенный разговор. Если вы в стабильных союзах, туз мечей и повешенный. Ну, это, знаете, как желание на этот период абстрагироваться от всех дел. Я не говорю, что там валять дурачка, но, может быть, большую часть ваших задач, полномочий переложить на вторую половину. То есть больше отдыха, больше восстановления, больше релакса и углубления в какие-то иные повседневные рутинные задачи, связанные с работой или с вашим хобби. Потому что туз мечей и повешенный, это, знаете, как желание выразить мысли. Может быть, кто-то будет увлекаться публицистикой, вести какой-то блог, набирать аудиторию, то есть создавать какой-то полезный контент, который будет актуален для многих. Но из-за этого не будет хватать времени на личную жизнь. Совет от карт. Аркан сила. В первую очередь, конечно же, найти в себе силы, найти в себе ресурс. Это касается ситуации по состоянию здоровья. Поэтому, если необходимо обследование у врача, выполнение его рекомендаций, наличие для вас оптимальной физической нагрузки, которая для вас удобна, комфортна, массажи, потому что сила это также, знаете, погонять кровь. Ну и, конечно же, найти в себе силы и ресурс для кардинальных перемен. Тем более, что по этой карте у вас есть поддержка, есть на кого опереться. Давайте с вами посмотрим неожиданность периода. Что здесь?
Так. О, какая у вас комбинация карт. Дно колоды у вас оракул «Семья». Оракулы, которые у вас идут, это сохранить молчание или замолчать ради того, чтобы избежать какие-то риски в плане бизнеса, совместных дел с вашей семьей, с целью не вызвать конфликт. Почему именно семье? Потому что, как я вам говорила, на дне колоды данный оракул. То есть это, знаете, как в чем-то быть мудрее, промолчать, не обнажать ситуацию, не идти на конфликт. Если вы понимаете, что вы, так сказать, в одной упряжке, взаимосвязаны, потому что, некорректно сказанное слово может здесь обернуться против вас. Это не просто конфликт, который, знаете, как будет масштабным, но и риски, которые вы понесете в случае этих негативного взаимодействия. То есть сами будете выполнять какой-то объем работы, или на ваши плечи ляжет больше каких-то задач, или если у вас совместное дело, совместный бизнес, то может быть, даже раздел этого бизнеса с вашими близкими, с вашими родственниками, или устранение вас из этой бизнес-цепочки. Поэтому здесь все очень-очень осторожно и очень аккуратно. Я вам все закрываю в положительном ключе. Вы, пожалуйста, по прошествии периода напишите, дайте знать, как по факту для вас отыгралась, отозвалась эта информация, какие перемены произошли. Буду ждать энергообмена. Вас же благодарю за то, что остаетесь со мной. С вами не прощаюсь, и мы услышимся на следующей неделе.